Не можешь победить на фронте – присылай киллеров. Кого планировали убить в Киеве российские спецслужбы? Хорошие новости для одного режима, плохие для другого. Трамп кое-что сказал и кое-что подписал. Российский генерал резанул правду матку. О начальстве и коллегах без мата не получилось. Как отреагируют в Москве? За океаном заметили дипломатическую игру старого автократа и оценили ее по достоинству. Диктатору влепили звонкую пощечину и погрозили пальцем. Авторитарные методы в сердце оплота свободы. Охрана президента избила активистов в центре Вашингтона. Бывший глава государства раскрыл гостайну. Действующий намекнул на большие проблемы. Неужели посадят? Расскажем. Об этих и других новостях к вечеру пятницы 20 февраля. Самые важные и срочные новости в эфире. Нехта. Украина, Россия, Беларусь и мир. Быстро, четко, по делу. Планы Кремля сорваны. Задержаны члены агентурно-боевой группы, готовившей серию заказных убийств в Украине по заказу российских спецслужб. Национальная полиция утверждает, что среди целей киллеров были известный журналист, руководитель стратегического предприятия, офицеры ГУР и ССО, а также российский активист, переехавший в Украину. Пока названа фамилия только одной из потенциальних жертв – представителя ГУР Андрія Юсова. Спецслужби РФ вербували громадян Молдови досить молодого віку, здебільшого тих, хто навчався у військових навчальних закладах, та направляли їх до України для виконання цільових ліквідацій. Координация осуществлялась из России. Сейчас едут туда проверить, там он или нет, вообще живет человек там по адресу или не живет. Если там человек живет, все нормально, то мы его берем и все, работаем по нему. В ходе обысков в Украине задержаны 7 человек. В Молдове координатор группы, а также двое его сообщников. Российские кураторы предлагали исполнителям до $100 тысяч за каждое убийство, в зависимости от значимости цели. Хорошая новость для властей Ирана. Вместо пары дней у режима есть чуть больше времени. Дональд Трамп дал аятолле и его клике возможность еще немного подумать. Сначала хозяин Белого дома заявил о 10 днях, а потом докинул еще. Я думаю, что этого времени будет достаточно. От 10 до 15 дней, фактически максимум. Накануне CNN со ссылкой на источники в администрации президента сообщил, что удар по иранскому режиму может быть осуществлен уже в эту субботу. Как думаете, Трамп в самом деле дал Хаминеи еще 1,5-2 недели или просто усыпляет бдительность иранских военных накануне завтрашней операции? Делитесь мнениями. А вот для режима Путина новость у Трампа не очень. Президент США продлил действие санкций против России еще на год из-за продолжающегося вторжения в Украину. Указ, который вступил в силу сегодня, расширяет ограничения, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах. Санкции, первоначально введенные Бараком Обамой, касались замораживания активов тех, кто содействовал оккупации Крыма. Эти меры неоднократно обновлялись при различных администрациях США, включая президента Джо Байдена. Так нелюбимые Трампом его предшественники-демократы давно в отставке, но дело их живет. Отдельную оплеуху хозяин Белого дома отвесил вассалу Путина. Александр Лукашенко, первым согласившийся на членство в Совете мира, созданном Дональдом Трампом, позже решил продинамить первое собрание, а вместо себя послать министра иностранных дел. Я тогда сделал оговорку, неизвестно, согласится ли на такую рокировку Вашингтон, и оказался прав. Соединенные Штаты не только не согласились, но даже отказались выдать визу Максиму Рыженкову. Сам Лукашенко вместо полета в Вашингтон и встречи с Трампом и еще 2 десятками лидеров провел разговор с председателем Сената Зимбабве. Все эти игры, похоже, не прошли незамеченными за океаном. Почти все были приняты, а те, кого еще не приняли, будут. Некоторые пытаются хитрить, но это не сработает. Со мной так не пройдет. Они все присоединятся. Большинство очень быстро. А потом хозяин Белого дома добавил. Некоторых мы на самом деле не хотим брать, потому что они создают проблемы, но мы с этим справимся. Это самый престижный совет, когда-либо существовавший.
После этого Лукашенко созвонился с Путиным. Что обсуждали, не сообщается, но известно, что уже на следующей неделе старый вассал летит в Москву. Хозяину Кремля диктатор из Беларуси отказать, как Трампу, не может. А вот другие постсоветские автократы воспользовались возможностью увидеться с хозяином Белого дома. Президент Казахстана в Вашингтон прямо зачастил. А в этот раз Токаев отметился так, что имеет все шансы стать самым любимым диктатором Дональда Трампа. Также хотел бы предложить учредить под эгидой Совета мира специальную награду, носящую имя президента Трампа, в знак признания его выдающихся достижений в деле продвижения мира. Убежден, что под вашим сильным и дальновидным руководством Совет успешно выполнит свою благородную миссию. Кажется, главный кандидат на получение этой премии или звания чемпиона мира по лести уже определился. А вот Путину таких приятных слов Токаев не говорил. Богом данный сосед, кем Россия является для Казахстана. Возможно, потому что хорошо осведомлен о неоднократных угрозах кремлевских пропагандистов устроить Казахстану второе СВО. Если нам для нашей национальной безопасности необходимо было начать СВО на территории Украины, почему, исходя из тех же самых соображений, мы не можем начинать СВО и в других точках нашей зоны влияния? Каковой была реакция Трампа на предложение Токаева, пока неизвестно. Возможно, президент США этот момент проспал. Что думают российские генералы о своих коллегах и подчиненных? Журналисты проекта «Схема» из «Радио Свобода» получили доступ к переписке Романа Демурчиева, который исполняет обязанности заместителя командующего 20-й общевойсковой армии в составе группировки «Запад» ВС РФ. Пидорасы одни. Зато все ордена получают. Я хочу быстрее съебаться с этой армии, с этой, конченой войны, Лагуны, пидорасы, трусы, В своих сообщениях родственникам и друзьям генерал раздает комплименты и десантникам, и морской пехоте, и спецслужбам. А у нас ФСБ, БЛВСБ, контора пи***шиная. Хуй даже, в защиту делает, Могут только следить, кто сколько спил, ебаная, зла не хватает. Среди командиров групп, вот я общаюсь. Ты нормальный, авторитетный тип. Остальные мыши пошли на... Достаточно красноречиво, но сам Демурчиев не лучше. В других сообщениях, которые попали в руки журналистов, этот российский генерал хвастался пытками и казнями украинских пленных, рассылал фотографии таких своих подвигов. Один из снимков, на котором были изображены отрезанные человеческие уши, вояка отправил своей жене с предложением собрать из них гирлянду. Вот такие персонажи освобождают Украину. Охрана президента избила оппозиционеров в США. Нет, речь не о сотрудниках службы безопасности Трампа. Просто нукеры одного из диктаторов, приехавших на первое заседание Совета мира, продемонстрировали свои методы уже в центре Вашингтона. Телохранители Ильхама Алиева набросились на участников акции протеста против политических репрессий в Азербайджане. Активисты вышли к отелю, в котором остановился наследственный правитель, с плакатами. Они требовали прекратить преследование оппозиции и освободить политзаключенных, коих в Азербайджане насчитывается порядка 300. Но охрана диктатора быстро напомнила протестующим о родине. Россия опять в центре международного скандала. Теперь недобрыми словами Кремль вспоминают в Африке. Оказывается, тут Москва без спроса пользуется чужими ресурсами. Это не золото или алмазы, а кое-что гораздо более ценное. Россия завербовала более 1000 граждан Кении для участия в войне против Украины. Об этом разведка проинформировала парламент, а депутаты уже подняли шум. Рекрутов заманивали обещаниями зарплаты от 900 до 2500 евро
евро в месяц. Это значительно выше средней зарплаты в Кении, которая составляет 100 евро. Выжившие кенийцы рассказали, что их обманули, обещая высокую зарплату, но по возвращении деньги так и не были выплачены. Родственники требуют от властей помочь в возвращении своих мужей и сыновей. Министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавади осудил использование граждан своей страны в российских военных действиях и анонсировал поездку в Москву. Как думаете, Лавров поможет коллеге? Задержали и отпустили. Бывший принц Эндрю был освобожден из-под стражи в Великобритании спустя 12 часов. Брат короля был задержан в связи с делом Эпштейна. Без предъявления обвинения полиция может задерживать подозреваемых на максимум 96 часов, но это требует больших согласований. Но сам факт того, что член монаршей семьи провел под стражей почти полдня, является исключительным в новейшей истории Объединенного Королевства. Действующий президент набросился на бывшего. Тот раскрыл главный госсекрет. Неделю назад Обама заявил, что инопланетяне существуют. Теперь об этом спросили и Трампа. От ответа на вопрос о реальности пришельцев действующий хозяин Белого дома упрямо уклонялся. А вот своего предшественника с удовольствием раскритиковал. Могу сказать, что он передал секретную информацию. Он не должен был этого делать. Он совершил большую ошибку. Он вывел это из разряда секретной информации. Правда, минутой позже Трамп сменил гнев на милость. Теперь Обаму не посадят. Ну, я могу вытащить его из беды, рассекречивая документы. После этого заявления уже в своем посте в сети True Social Трамп сообщил, что поручил Пентагону и иным государственным структурам раскрыть все секретные документы о НЛО, учитывая большой общественный интерес к теме. Россию высмеял представитель влиятельной страны. Украинец протаранил кортеж премьер-министра. Кремль начал экономить на тех, кто был опорой режима. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Увидимся уже утром.